Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я снова рада с вами встретиться на своем канале «Красота и бисер». И сегодня я вас приглашаю в сказку. Я предлагаю выполнить колье из чешского бисера 4 цветов, которые я подбирала согласно бусин. Бусины у меня 8 мм керамические. И с одной стороны они прокрашены фиолетовым цветом, а с другой стороны еще несколько цветов, согласно которых я и подбирала этот бисер. Колье состоит из мотивов больших и маленьких. Большие мотивы я задействовала только в центре. Я предлагаю вам такое соединение мотивов больших и маленьких. Мотивы плетутся отдельно каждый и потом соединяются между собой крестиками из того цвета бисера, который вы выберете основным. Как видите, у меня в бусине больше сиреневого цвета, поэтому за основной я взяла сиреневый бисер. И вот смотрите, маленькие мотивы я соединяла сиреневыми крестиками и ставила напротив друг друга сиреневые вершинки группы сиреневых бисерин. И поэтому получилось по цепочке как бы идет сиреневая дорожка. Это еще как один элемент украшения. И также я маленькие мотивы, хоть и разноцветные, вот у нас в центре идет сочетание цветов. Здесь мотивы можно соединять в любом порядке. Цвета будут красиво смотреться, как бы их ни поставил. А вот в цепочке я уже постаралась поставить, например, вот бирюзовые смотрят сюда вниз, на край вверх, а с этой стороны наоборот. Все-таки постаралась сделать какое-то сочетание и симметрию. Ну, это уже на ваше усмотрение. Просто сочетание цветов здесь такое, что можно в любом порядке поставить эти элементы, эти звенья, и будет красиво. И, конечно же, красиво смотрятся сережки в этих элементах. Я взяла для сережки 2 элемента, чтобы они сочетались с колье. Вы можете взять тоже 2 или 1. И если, например, взять один большой, будет сережка поменьше и тоже будет хорошо смотреться. Это уже на ваш, конечно же, вкус. И я еще хочу сказать, бусины, конечно, я взяла по своему усмотрению, но здесь такое плетение, что можно бусины вообще не ставить. Будет красиво сочетаться и смотреться сочетание просто вот звеньев без бусин, больших и маленьких. Ну, это уже ваш вкус. Если вам понравилось и колье, и сережки, если вы не подписаны, подписывайтесь. Будет еще всего много интересного. А сейчас давайте приступим выполнять это великолепие. Для колье я взяла бусины керамические 8 мм и прокрашенные в разные цвета. Основной оттенок сиреневый и здесь несколько еще оттенков. И согласно этих оттенков цветов бусины я постаралась подобрать и чешский бисер. Я взяла сиреневый, бирюзовый и белый прозрачный. Весь этот бисер прокрашен внутри перламутром и очень красиво смотрится. Еще для отделки мне понадобится белый глянцевый бисер. И на первом этапе мы берем нить метр длиной, одеваем иголочку, плетение плетется в одну иглу и делаем первый набор. 2 прозрачных, 2 сиреневых, 2 бирюзовых. И в таком же порядке набираем еще 3 раза. Должно быть 4 одинаковых набора. Я себе положила бисер в том порядке, в каком я буду набирать, для удобства. И вы можете так сделать. И теперь я возвращаюсь иголочкой в 2 прозрачные бисеринки и замыкаем наш набор в
колечко. Оставляю ниточку где-то 15-20 сантиметров длиной. Мы будем этой ниточкой прикреплять бусину. И вот у нас нить выходит из двух прозрачных бисерин. Мы теперь набираем также 2 прозрачные бисеринки и возвращаемся петелькой, делаем как бы петельку в эти же 2 прозрачные бисерины назад. И у нас новые 2 бисеринки ложатся над предыдущими. Поворачиваем плетение и по ходу нити проходим иголочкой в следующие у нас 2 сиреневые бисеринки. Также набираем 2 сиреневые, чтобы у нас цвета ложились над теми же цветами, которые в предыдущем ряду. То есть у нас получается второй ряд, мы добавляем каждого цвета по 2 бисеринки снова. И у нас получается разноцветные столбики. Дальше проходим в бирюзовые 2 бисеринки. И также будем добавлять 2 бирюзовых. Возвращаемся как бы петелькой в эти же бисеринки и подтягиваем ниточку и делаем бирюзовый столбик. И так над каждой парой цвета мы добавляем по 2 бисеринки. Проходим так весь ряд. В третьем ряду мы будем также добавлять над каждым столбиком по 2 бисеринки, но между ними будем еще добавлять белую глянцевую. Вот мы добавляем 1 бисеринку беленькую, проходим в 2 прозрачных, добавляем 2 прозрачных и возвращаемся петлей в эти же прозрачные. У нас в столбике получается уже 3 этажа. Теперь добавляем еще одну беленькую бисеринку и проходим дальше в сиреневые 2 бисерины. Добавляем 2 сиреневые. Возвращаемся петелькой в них же. И ложим 3-й ряд в этом столбике сиреневых бисерин. И также добавляем беленькую и проходим в бирюзовые. И так добавляем по 1 ряду еще в столбике каждого цвета. Между ними 1 белая бисеринка. Проходим весь круг. Следующий и последний ряд этого мотива мы будем проходить белую бисеринку между цветными столбиками. И в середине каждого столбика будем добавлять бисерину основного цвета. Вот в белую я прошла, теперь прохожу в 1 прозрачную, добавляю сиреневую. Я для себя основным из этих всех цветов, использованных в мотиве, выбрала сиреневый, так как в бусине больше всего сиреневого. Я так посчитала, что это будет хорошо для основного цвета. И вот из 1 прозрачной ниточка выходит, добавили сиреневую, проходим в следующую прозрачную этого столбика
дальше белая бисеринка между цветовыми столбиками. На пути у нас сиреневый столбик, проходим в сиреневую бисеринку, одна сиреневая, продолжаем в беленькую, теперь проходим, подходим к паре бирюзовых, одна бирюзовая бисеринка, добавляем одну сиреневую, вторая бирюзовая бисеринка и снова белая бисерина. И так проходим весь ряд, добавляя в каждой группе цветных бисерин посередине по одной сиреневой бисерине. В конце ряда выводим нить в первую белую бисерину, из которой мы начинали этот ряд. И нить можно пока оставить, нею мы будем соединять эти элементы между собой. На вторую ниточку, которая у нас оставалась, когда мы начинали плетение, мы надеваем иглу и проходим этой нитью по бисеринкам первого ряда к группе бисерин сиреневых. Вот я прохожу в эту сторону 2 бирюзовых и одну сиреневую. Добавляю одну сиреневую бисеринку, бусину и одну сиреневую бисеринку. И прохожу в сиреневую группу бисерин напротив, в одну от центра к краю этой группы. Вот так. И у нас бусинка закрепляется по центру. И теперь я возвращаюсь назад в эту бисеринку сиреневую возле бусины, в саму бусину, в сиреневую бисеринку и продвигаюсь к группе сиреневых бисерин, из которой мы начинали присоединять бусину. И с другой стороны в эту бисеринку проходим, закрепляем и завязываем узелочек. Я прохожу рядом в одну бирюзовую бисеринку и под этими 2 бисеринами провожу иголочку и завязываю узелочек. И нужно следить, чтобы ниточка легла как раз между ними, то есть возле той бисеринки, из которой выходит нить. И дальше в следующую бирюзовую бисеринку иголочку провожу, подтягиваю этот узелочек, чтобы он затянулся в бисеринку. И можно ниточку обрезать, а можно пройти еще одну группу, еще один раз узелочек завязать, чтобы было попрочнее и понадежнее и спокойнее. Так, еще один раз прохожу возле прозрачной группы, подтягиваю ниточку под плетением, делаю петельку, завязываю узелочек и провожу иголочку дальше в следующую бисеринку, чтобы этот узелочек подтянуть.
ниточку можно обрезать. Теперь сделаем маленький элемент нашего колье. Для этого мы набираем наш набор по 3 цвета, по 2 бисерины каждого цвета 2 раза. И также проводим до конца, оставляем ниточку сантиметров 15 и возвращаемся назад в 2 бисеринки. Набираем эти же 2 прозрачные бисерины, над которыми мы сделаем второй ряд. То есть также делаем группу из белых бисеринок и дальше проводим иголочку в 2 сиреневые бисеринки. Набираем 2 сиреневенькие и проводим в сиреневые нашего колечка и дальше в 2 бирюзовые. Набираем 2 бирюзовые и так дальше до конца ряда. Последний ряд в этом элементе мы набираем сразу одну белую бисеринку и сразу проходим в первую группу, у нас прозрачные, и набираем одну сиреневую бисерину, проходим во вторую прозрачную. Бисеринку. У меня сиреневая, так как я выбрала основной цвет сиреневый. Если вы выберете другой цвет, значит последний ряд вы будете делать основным цветом. И снова белая бисеринка, вторая группа у нас сиреневая. Проходим в одну сиреневую, добавляем одну сиреневую и во вторую сиреневую. То есть между группами цветов мы добавляем по одной белой бисеринке и над каждой группой делаем одну основную бисерину, то есть у меня сиреневый цвет. И так проходим до конца ряда. И вот маленький элемент нашего колье тоже готов. Теперь, чтобы соединять элементы вместе, так как у нас основной сиреневый цвет, я прохожу по бисеринкам, как мне удобно, к сиреневой группе бисерин. Я сделала еще один такой же мотив, и теперь покажу, как я их соединяю вместе. Вот у меня иголочка выходит с ниточкой с сиреневой вершинки. Я нахожу такую же сиреневую вершинку в другом мотиве. Беру одну сиреневую бисерину, прохожу вершину сиреневую другого мотива, набираю еще одну сиреневую бисеринку и возвращаюсь в вершину изначального нашего мотива. Вот так. И у нас соединяются, получается, 2 звена крестиком. Прохожу еще один круг, закрепляя этот крестик по бисеринкам. И теперь по этим бисеринам, по соседним, выходим в любую бисеринку,
завязываем узелочек и обрезаем ниточку. Соединяем маленькие элементы вместе, и у нас получается звенья цепочки. И делаете столько звеньев, сколько вам нужно для длины колье. Я определила, что у меня середина колье будет соединяться с 17 звеньями цепочки. Обратите внимание, цепочку я соединяла основным сиреневым цветом, и посередине идет как сиреневая дорожка. Это украшает цепочку, на мой взгляд. И вот у нас остаются серединки, из которых мы начинали плести наш мотив, наш элемент. Я тоже на серединку, там где мы оставляли 15 сантиметров, одеваю иголочку с ниточкой и также прохожу несколько бисерин и завязываю узелочек для того, чтобы спрятать эту ниточку. И получается чистая хорошая работа. Для середины колье я брала большие мотивы и маленькие и соединяла их вместе. Я предлагаю соединить таким образом. Вы можете соединять и фантазировать на свой вкус, как вам захочется. Долго не буду рассказывать, можно будет остановить видео и посмотреть, как соединены эти мотивы. Как я уже и говорила, в середине колье не обязательно соединять только сиреневые вершинки. Можно их ложить так, как они лягут, и вам будет удобно. Просто крестики у нас все равно будут из основного цвета, у меня сиреневый, так как у нас последние ряды и большого, и маленького мотива все сделаны сиреневыми вершинками. И теперь мы будем соединять нашу середину с нашим плетением цепочки. Тоже также крестиком. Я прикрепила цепочку к прозрачной группе бисерин. И как раз получается нужный разворот и ширина вокруг шеи. И теперь нужно прикрепить застежку. С одной стороны я прикрепила пружинку, переходничок, и кольцо от этой пружинки будет являться второй частью застежки. А с другой стороны к пружинке прикрепила кольцо с карабином. И теперь также берем цепочку. Вот у нас ниточка выходит из группы сиреневых бисерин. Я прохожу в пружинку и делаю узелочек на кольце пружинки. Один раз и второй. Подтягиваю ее, чтобы она стала вот так к бисеринке, к вершине. Один раз и второй можно прикрепить. И возвращаюсь назад в эту пружинку и в бисеринку, из которой мы выходили, с другой стороны. Протягиваю, завязываю узелочек, и застежка будет прикреплена. Хорошо смотрится переходничок с этим плетением и с этим колье. Ну, раз все так легко и просто, давайте еще сделаем и сережки. Сережка будет состоять, как вы понимаете, из этих же мотивов, из большого и маленького. Берем маленький мотив, выводим иголочку в сиреневую группу, в вершинку, набираем 2 сиреневых бисеринки, набираем швензу и снова 2 сиреневые бисеринки. И возвращаемся в вершинку с другой стороны. Вот так. И у нас швензочка прикреплена. Проходим еще раз и закрепляем эту петельку. Берем мотив с бусиной, выводим иголочку
Также в группу сиреневых бисерин в вершинку добавляем одну сиреневую бисеринку, проходим в вершинку сиреневую маленького мотива, добавляем еще одну сиреневую, возвращаемся в большой мотив, делаем крестик, проходим его еще один раз, завязываем узелочки и обрезаем ниточку. И сережка у нас также будет готова. Если вам понравились и сережки, и колье, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду вас в новых видео.